Перевод и содержание орхидей без субстрата в пустых корзинках, вазах или кашпо. Содержание орхидей в открытой системе посадки. Вот тема нашего сегодняшнего видео. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В сегодняшнем видео я продемонстрирую вам путь длиною в 3 месяца. Путь по переводу фаленопсиса к открытому содержанию, без субстрата. Я покажу вам все этапы перевода очень подробно и все результаты еще подробнее, чтобы вопросов не оставалось. Начнем, как всегда, с предыстории, для того, чтобы вам было понятно, почему это видео в принципе стало возможным. Итак, вернемся на несколько минут назад в прошлое, в ноябрь 2022 года. В конце ноября прошлого года на канале Классика орхидейного жанра вышло видео, которое называлось «Это изменит жизнь ваших орхидей к лучшему». Орхидея в пустой вазе, без субстрата, открытая система. Видео оказалось необыкновенно популярным и за эти 3 месяца собрало уже 172 тысячи просмотров. Под видео было написано 674 комментария, среди которых было множество вопросов. В сегодняшнем видео я постараюсь объединить ответы на все эти вопросы. И несмотря на то, что в видео были даны четкие рекомендации не делать резких движений и не переводить орхидеи в открытые системы посадки в осенне-зимний период, а делать это только с началом весны и естественных процессов движения у орхидей, я сделала такой перевод исключительно для вас, как наглядное пособие. Сделала это в самый темный и самый холодный период года. Сделала это зимой. Именно зимой в нашем дальневосточном регионе складываются самые неблагоприятные условия для перевода и содержания орхидей в открытых системах. У тех, кто никогда не жил и не бывал во Владивостоке, складывается ошибочное мнение, что в нашем регионе всегда повышенная влажность. Так ли это? Это не так. В то время, когда наше Японское море лежит под толщей льда, влажность во Владивостоке низкая, а в квартирах с центральным отоплением еще ниже. Посмотрите внимательно на свои экраны. На календаре первые числа марта во Владивостоке тает снег, при этом относительная влажность воздуха всего 49%. В квартирах с центральным отоплением, в моей квартире с юго-восточной и северо-восточной ориентацией окон, этот показатель не превышает 20-25%. Разве сможет тропическая орхидея расти и развиваться при такой влажности в открытой системе содержания, без субстрата? Сможет, еще как сможет. Если, конечно, все сделать правильно, сможет и расти, и цвести. Поскольку с содержанием орхидей в открытых системах посадки я давно и глубоко знакома, я решила усложнить исходные данные эксперимента. Для размещения фаленопсиса в открытой системе я не стала использовать глухую стеклянную вазу или кашпо. Я решила использовать плетеную пластиковую корзинку. Вот она, слева на ваших экранах. В корзинке с таким количеством отверстий в воде задержаться попросту негде. Корзинка как решето, вся поступающая в нее вода будет мгновенно выливаться. Если вы решите поместить свой фаленопсис в стеклянную вазу, то такие вазы продаются в сетевых строительных и продовольственных магазинах, а также в магазинах с товарами для дома. В зимний период, если под вашим подоконником нет батареи и подоконники действительно холодные, для сохранения эстетики под стеклянные вазы можно подложить прокладки из полипеностирола.
Если температура на подоконнике понижается ниже плюс 14 градусов Цельсия, можно использовать электрические термоковрики для сушки ягод и овощей. Или же на ночь орхидеи можно убирать с подоконников, если их не так много. Если в вашей коллекции больше 10 орхидей, не переводите их всех сразу на открытое содержание. Попробуйте сделать это на 1-2 орхидеях. И если результат ваших действий будет положительным, приступайте к переводу остальных. Но помните, что содержание орхидей в открытой системе очень затратно по времени. Особенно если вы живете в сухом и жарком климате, а времени для ухода за орхидеями у вас не так много. Для содержания фаленопсиса без субстрата в открытой системе я приобрела детку с цветоноса орхидеи. Эта детка вполне может стать представителем рубрики «Не было печали». Купила баба орхидею. И не просто ведь купила, а за немалые деньги. Детка на цветоносе вместе с материнским растением очень длительное время подвергалась атакам насекомых-вредителей, в частности, клеща. Зачем покупать такое растение, спросите вы? Ведь в любой пазухе, в любой чешуйке могут находиться яйца вредителя, и принеся такое растение домой, вы рискуете заразить всю коллекцию. Я отвечу вам на этот вопрос. Во-первых, я спасала очень редкую для нашего региона орхидею. Это видовой фаленопсис. А во-вторых, в моих условиях при каждодневных водных процедурах вредители не выживают. Я смываю их всех. Ну а в-третьих, я хорошо знакома со всеми правилами техники безопасности при работе с зараженными насекомыми растениями. Прежде всего, это изоляция или карантин с предоставлением всех индивидуальных средств по уходу. Эта детка на цветоносе видового фаленопсиса содержалась точно в таких же условиях города Владивостока, в 2 километрах от моего дома. Эту детку срезали с цветоноса специально для меня в тот день, когда я ее забирала. Владелица орхидеи прислала мне фото только что срезанной с цветоноса детки и написала: «Забирайте». Внимательно посмотрите и запомните, как выглядела эта орхидея 3 месяца назад. Следует уточнить, что материнское растение вместе с деткой никогда не подвергалось водным процедурам листовой части и цветоносов орхидеи, только редкий полив. Таким образом, корневая система детки, располагающаяся на цветоносе, никогда не видела воды и формировалась без ее участия. Все снабжение детки питательными веществами осуществлялось через цветонос материнского растения. Корневая система орхидеи, сформированная неправильно, то есть без постоянных увлажнений и просушек, малофункциональна. Я решила протестировать эту корневую систему и поместила ее полностью в кипяченую воду. Следует отметить, что корневая система находится в неактивном состоянии, то есть растущих кончиков корней на ней нет. Тестирование показало, что корневая система действительно малоэффективна. Тургор листьев после погружения корней в воду существенным образом не изменился. А это значит, что основные адаптационные действия будут производиться через листовую массу детки. Но прежде чем мы перейдем к адаптационным мероприятиям, я покажу, как я закрепила детку в пустой плетеной корзинке. Я произвела крепление старой корневой системы детки к задней стенке плетеной корзинки с помощью проволоки. И вот на ваших экранах орхидея спустя 1 месяц пребывания в моих домашних условиях и адаптации в них.
Давайте внимательно рассмотрим, что произошло за этот месяц. Как и предполагалось, старая неадекватная корневая система начала отмирать. Несмотря на постоянное и регулярное увлажнение корневой системы, некоторые корни стали усыхать на глазах. Другие же чувствовали себя вполне нормально. Пробиваясь через пораженные клещом пазухи и листовые пластины, появились новые корни от стебля орхидеи. Напомню, сейчас на ваших экранах конец декабря 2022 года, самое темное и самое холодное время года. Тем не менее, орхидея показала мне, что готова активно развиваться и расти. С проявлением активности я добавила орхидее еще больше воды. В корзинку я поместила увесистый камень для того, чтобы корзинка стала тяжелее и погружалась в воду до максимума, до ствола. Таким образом, я устроила орхидее период дождей на ее родине. В естественных условиях произрастания на родине этого видового фаленопсиса более 6 месяцев в году каждый день практически круглосуточно идет дождь. В этот период в дневное время я очень редко бывала дома, и поэтому около 10-12 часов эта орхидея находилась вот так в воде. А на 12 ночных часов из воды я ее вынимала, и орхидея полностью просыхала. Обратите внимание, как изменились те старые корни, которые не умерли, как они изменились внешне, как они наполнились и ожили. Кроме того, за это время активировался листовой рост, и уже в моих условиях начал отрастать новый, молодой и не пораженный клещами лист. Месяц ежедневных дождей дал о себе знать очень быстро, и уже к концу января я заметила вот такую активность на старых цветоносах, которых у детки было целых 2. 2 цветоноса и целых 4 пробужденных меристемы, 2 апикальных или верхушечных на цветоносах и 2 боковых почки. Но и как достойная награда моим стараниям, моему предоставленному орхидее сезону дождей, появление нового, домашнего, 3-го цветоноса. Посмотрите внимательно на свои экраны. Из левой пазухи растет новый корень, а из правой пазухи на вашем экране новый цветонос. Я еще раз проговорю это буквально по слогам. Многие из вас даже не представляют, какое количество воды нужно орхидеям для бурного и пышного цветения. Каждый день по 12 дневных часов эта орхидея находилась в воде. Напомню, у меня в квартире во время работы центрального отопления пониженная влажность воздуха около 20-25%. В начале февраля солнечная активность увеличилась, и все цветоносы во всех направлениях проявили необыкновенную активность. Вот так зимой выглядит орхидея, которой все достает. И солнечного света, и воды. У нее активно буквально все. Активный корневой рост, активный листовой рост и активный рост сразу 3 цветоносов в 5 направлениях. И кто после этого осмелится сказать, что в зимний период орхидеи должны впадать в вынужденный период покоя? Это не так. Даже зимой орхидеи могут показывать невероятную активность, если для этого создать оптимальные условия.
А оптимальные условия создает человек. Вы ведь помните, еще 2 месяца назад эта же самая орхидея в этом же самом Владивостоке была абсолютно неактивна. Давайте еще раз сделаем вывод. Не город, не квартира, не субстрат определяют развитие орхидеи, а человек, который находится рядом с ней. Ведь в ваших силах создать те условия, при которых даже зимой орхидеи будут активно и динамично развиваться. К середине февраля у орхидеи началась активная бутонизация. Напомню, это видовой фаленопсис с револьверным типом цветения. А это значит, что орхидея способна процветать на одних и тех же цветоносах многократно большое количество раз. С появлением и активным ростом все большего и большего количества новых корней и с увеличением их накопительной способности орхидея все большее количество времени начинает проводить вне воды. Активные замачивания на 4, 6, 8 и даже 12 часов все чаще и чаще заменяются обыкновенными опрыскиваниями. Я опрыскиваю свои орхидеи очень старательно и активно, буквально со всех сторон. И делаю это в любое время дня и ночи. В природе же никто не выбирает, в какое время начнется дождь и сколько он будет идти. И даже если мы не в природе, а в городе Владивостоке на 6-м этаже обыкновенного кирпичного дома орхидеи невероятно благосклонно воспринимают водные процедуры. И если вдруг вы в первый раз именно на этом видео попали на канал Классика орхидейного жанра, я расскажу вам, что ни одну пазуху, ни центр розетки я не вымакиваю, не промакиваю и не вытираю. После любых видов водных процедур все орхидеи высыхают естественным образом, без применения вентиляторов и прочих средств. Именно при механическом воздействии капель воды на листовые пластины орхидей происходит активация С3 пути фотосинтеза в дневное время. Устьичные щели на тыльной стороне листовых пластин растягиваются и начинается активный забор строительных материалов для обеспечения жизнедеятельности орхидеи. Именно поэтому водные процедуры дают такой активный толчок для быстрого развития орхидей. От каждодневной смены периодов активного намокания и полной просушки новая корневая система формируется с правильным веломеном нужной накопительной способности. Когда таких новых корней будет целая корзинка, орхидею можно будет не поливать гораздо дольше. Ну а пока за эти 3 месяца мне удалось нарастить около 10 новых корней. Некоторые из них уже начинают крепиться к поверхности, на которой им предстоит расти. Посмотрите, как происходит вызревание веломена. Там, где корень позеленел, веломен уже вызрел, а там, где корень, несмотря на воздействие воды, остается белым, он покрыт парафинообразным слоем, который называется суберин. Так природа защищает молодой растущий апикальный кончик корня от гниения. А вот так выглядят хлоропласты. Именно в них осуществляется фотосинтез, в ходе которого клетка синтезирует органические вещества из неорганических. Таким образом, в хлоропластах происходят 2 основных процесса – улавливание света хлорофиллом
и синтез органических веществ из углекислого газа. Вот почему именно естественный солнечный свет так важен для орхидей. К окончанию зимы и к началу весны, по прошествии 3 месяцев адаптационного периода к открытой системе содержания без субстрата, первые бутоны фаленопсиса готовы раскрыться. Я намеренно не произносила название этого видового фаленопсиса. Если кто-то определил этот вид, обязательно напишите об этом в комментариях. Бутоны уже окрашиваются, и я очень надеюсь, что орхидея порадует меня хотя бы первым цветком к 8 марта. А я обязательно покажу вам это цветение в отдельном видео и расскажу об этом видовом фаленопсисе. Ну а пока подытожим. Можно ли переводить орхидеи на открытое содержание, если в вашем регионе сухой и жаркий климат? Да, можно, если у вас очень много свободного времени и не так много орхидей. В сухом и жарком климате недостаток влажности всегда можно заменить обильными поливами с помощью замачивания и обильными опрыскиваниями. Главное, чтобы у орхидеи в открытой системе было очень много естественного и искусственного света, чтобы световой день составлял минимум 12-14 часов в сутки. Открытая система содержания орхидей в сухом и жарком климате не для ленивых и не для очень занятых людей. А вот в прохладном и влажном климате открытая система содержания орхидей очень оправдана. И если вы живете в прохладном и влажном климате северных широт, обязательно присмотритесь к такой системе содержания. А сейчас я предлагаю вам задать все интересующие вас вопросы в комментариях под этим видео. В видео о цветении этого видового фаленопсиса я обязательно отвечу на все эти вопросы. Хотя прямо сейчас я отвечу на один вопрос, который вы наверняка зададите в комментариях. Удобрялась ли эта орхидея все эти 3 месяца? Нет, друзья, в уходе за этой орхидеей использовалась исключительно кипяченая вода. Ну а пока я напомню вам, что 23 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.